我老板是个头人吗？因为他发明了儿子弟弟，我该是否取悦他，跟上他的步伐？我想我可以利用他的知识制作类似的东西。我应该叫他什么呢？妙妙，对，就叫这个名字。妙妙游戏装备，我会把最快的地址叫操控地，最美的叫操铺地，让这些逼个人走地苦吧，嘻嘻。Няу. Приветствую, мои золотые, с вами Лимон Маклайм. И в какой-то момент меня поразила жара. Я настолько ослаб от нее, что даже прекратил штамповать ролики. Но теперь у меня появился вентилятор, и все должно стать попроще, поэтому давайте уже перейдем к теме ролика. Итак, много кто заинтересовался ковриками от Meo Gaming Gear, поэтому завоз всего модельного ряда от этого бренда был лишь вопросом времени. Наконец-то я смог попробовать две остальные модели, а именно Ultra Break и Ultra Control, и теперь могу рассказать вам обо всех трех ковриках, что у меня сейчас есть. Отдельное спасибо моему товарищу из CSAimers, кстати, ребята, вам тоже привет, который притащил данные коврики. И вы всегда у него можете заказать не только MGG, но и другие товары из Поднебесной. Ссылочка же по традиции будет в описании к ролику. А теперь приступим к обзору, приятного просмотра. Начну, пожалуй, с названия моделей. На данный момент у меня имеются Ultra Break, Ultra Real Ace и Ultra Control. Про второй я говорил уже в одном из прошлых роликов, поэтому на нем заострять внимание я буду поменьше. Если же располагать коврики по скорости, то Ultra Break станет самым первым по списку, так как он самый медленный. Затем будет Ultra Real Ace, он более такой средненький. И, наконец, идет Ultra Control, который является самым быстрым в линейке ковриков от Meo Gaming Gear. Вообще, я все еще считаю, что данные ковры очень похожи на артизаны, но у них есть своя небольшая фишка. Их поверхность имеет некую бархатную текстуру, прям как бархатные тяги, ребята. Фуф. Это действительно приятно щупать и гладить, но это и является одним из отличий данных ковриков от артизанов. Перейдем к Ultra Break. По словам самого производителя, данный коврик позиционируется как старая версия Hayato Otsu от Artisan, и я с ними соглашусь. Этот коврик имеет слабо абразивную поверхность, приятную для кожи и касания. В целом и по характеристикам этот коврик является очень балансным, как Hayato Otsu. Такой коврик подойдет практически всем, кто еще не смог до конца понять, нужен ему контроль или скорость все-таки в приоритете. Подложка, как и во всех трех ковриках, имеет софт-мягкость и сделана из порона. Довольно приятно. Не слишком мягко и не слишком жестко. Сцепление со столом отличное. Схожесть с Hayato Otsu также заключается в том, что здесь используется тот самый супер-мега премиальный в скобочках нет джаккард. По скольжению я не испытывал никаких проблем. Удобно фликать, играть в статику. В этом моменте я бы даже сказал предпочтительно остальных двух моделей. Вдобавок очень приятно трекать. Как я и сказал, коврик довольно сбалансированный. Строчка здесь, как и в Ultra Control, мне показалась хуже, чем в Ultra Real Ace. Совсем чутка не хватает до артизанов. Выполнена она вровень, поэтому никак не мешает движению мышки. По загрязненности коврик тоже показывает хороший результат. Его всегда можно легко протереть влажной микрофиброй или салфеткой. Следующий по списку у нас Ultra Real Ace. И, кстати, вот вам забавная история про название данной модели. Как выяснилось, вторая часть Aerial Ace означает японскую дуэль фехтовальщиков, либо навык игры в покемонов. И это название прямо олицетворяет данный коврик, потому что дословно это переводится как перемещение мышки туда, куда вы хотите попасть. Про него я уже многое сказал, единственное хочу добавить, что он похож очень на Хиен, и да, он все-таки имеет высокую скорость, но с хорошим торможением, поэтому его можно практически также вписать в околобалансные коврики. Мне лично этот коврик не зашел даже через 1000 попыток, так как он очень абразивный, что даже не все рукава хотят с ним дружить. Так еще и ощущения очень странные. Вроде он быстрый, но стопится так же легко, что привыкнуть к этому очень сложно. Если вам хочется чего-то именно такого в играх, то берите, думаю, вам зайдет. И последний коврик Ultra Control. Думаю, вы уже догадались, что он мой
фаворит. И все потому, что он ближе всех похож на Artisan Raiden. Однако здесь, как и везде, присутствует тот самый бархат, который спустя некоторое время все-таки исчезает, когда достаточно погоняете по коврику мышкой. Сама ткань по плетению очень близка к тому же Рейдену. Скорость здесь отличная, а самое прикольное, что здесь подложка софт. И вот представьте, сколько людей, включая меня, мечтают об Artisan Raiden Soft, которого до сих пор не существует, а тут такая возможность. Мне кажется, кто понял, о чем я, должны уже идти пробовать данный коврик. Скольжение этого коврика прямо нам говорит о скорости. Торможение здесь проявляется слабее всех, есть некая инерция. Мышка не сразу останавливается, а чутка проскальзывает. Старт мышки здесь очень плавный, в отличие от Ultra Break или Ultra Realace. Такой коврик подойдет в первую очередь любителям быстрых падов, а также кто уже хорошо научился контролировать мышь и готов перейти к чему-то побыстрее. Конечно же, не забываем про любителей быстрых и динамичных шутеров, где важен трекинг. Таким игрокам коврик также должен зайти. Еще одна приятная мелочь, отличающая Ultra Control от Raiden, это черный цвет. Вероятно, не всем зайдет коричневый, поэтому здесь вы можете получить классический черный. Коврик, кстати, тоже особо не пачкается. Ах да, все коврики идут в таком же размере, как японцы, 42 на 49 см и упакованы в картонный конверт, но у него есть дополнительная упаковка внутри. По итогу могу сказать вот что, это почти артизан, но дешевле, поэтому MGG многое прощается, например, запах из коробки и чуть хуже оверлок. Сравнимо это дело с ковриками от Pulsar с их серией ES, но здесь побольше выбора как в моделях, так и в мягкости подложки, которая не елозит, но и не липнет намертво и не воняет так сильно, как ES1, например. Я думаю, что это бэнгер по цене и качеству, но рекомендую не брать данные коврики выше 5000 рублей, потому что если уже платить дороже, то как бы весь смысл вообще теряется, потому что там остается чуть-чуть докинуть до самих артизанов. Ну и зачем тогда нужен Mil Gaming Gear? И да, почему-то мне понравилось больше сидеть на ультра брейке, сейчас же я вообще сижу на самом медленном коврике от Artisan, а именно Zero X Soft. Не знаю, может я уже ловлю какую-то шизу. В общем, также ждите обзор. По модельному ряду MGG я бы все-таки рекомендовал только Ultra Break и Ultra Control. И да, для тех, кто любит очень медленные пады, прям контрольные, не советую вообще рассматривать данный бренд. Потому что самый медленный коврик из линейки Meow является по факту мидовым, сбалансированным, балансом, как хотите это называть, но точно не медленным контрольным ковриком. Вот такие дела, пишите, что думаете вы, обязательно переходите по ссылке в описании для покупки данных ковриков, спасибо за просмотр, а с вами был Лиман Маклайм, пока!